Zidu Z9X8K. Крутейший медиаплеер, скажу я вам. И именно медиаплеер, а не ТВ-бокс, потому что направленность его становится все уже. Я уже его боюсь, наверное, называть именно ТВ-боксом, потому что как ТВ-бокс он, откровенно говоря, уже не вывозит. Он конкретно перевозит его в виде медиаплеера на M-Logic S928XK. С Wi-Fi 6, с поддержкой вот такого вот SATA диска и, конечно же, с фирменными VS10, с Dolby Vision, с Dolby Atmos, с Dolby Atmos через True HD, со звуковыми стриминговыми сервисами. Короче, ребят, вот на канале Технозон. Дорого, богато, но очень-очень круто. Поехали. Слушайте, ну мы еще с вами на распаковочке увидимся и потестировать его тоже сможем. А перед этим, пожалуйста, подписывайтесь, нажимайте колокольчик. Ссылки в описании под видео. И, кстати, промокодик тоже на AliExpress будет в описании под видео. И как и актуальные промокодики на AliExpress, именно на aliexpress.com. Вот так вот есть у нас там такое. Вообще мы на сайте AliExpress, и сразу вам скажу, что это 6х64. И вы такие, нифига себе цена. Да, скажу вам, можно купить подешевле пульт за $305, за 328 можно брать с вот таким вот зеленым. Вы тоже сейчас увидите это на распаковке. Но изначально не питайте иллюзий, пульт конкретно у нас не Bluetooth, он конкретно вот инфракрасный, V12, и плюс он еще и с подсветкой, неплох, но я бы брал бы Bluetooth пультец. Короче, по тому, что здесь есть. Из того, что заявляются, и вы сейчас поймете, о чем идет речь. M-Logic S928XK. Мощный, крутой, пятиядерный процессор с ядром Cortex A76 с большим. Dolby Atmos, DTS:X, HDR10+, Dolby Vision, AVS-3 кодек, Poster Wall — это крутейший каталогизатор. Поддержка реального, не только декодирования, реального 8К на вывод. Есть приложение, которое я даже не буду рассматривать, потому что уже это делал в предыдущих Zidu, и приложение не меняется на самом-то деле. Есть у нас стриминговая музыка, но это вы тоже увидите. Есть там у нас и Tidal Connect, и DLNA, и у нас RS-232 Control 4 есть. И тут вот насчет музыки это очень важно, потому что по факту он как стример через Tidal Connect, через все остальное, через именно как музыкальный плеер с возможностью вывода HD звука, он понимает и DSD, и APE, и флаки, и вавы, и все это в битрейте в сумасшедшем воспроизводит. Конечно же, у него есть автофреймрейт для фильмов и отличные коммуникативные возможности. Ну, вот эти все порты мы сейчас с вами увидим на самой распаковочке. По Dolby Vision сразу говорю, поддерживает 5-й и 8-й профиль, поддерживает 7-й только один слой, и плюс еще и способен воспроизводить Blu-ray диск ISO, еще и с Blu-ray диск меню. Вот так вот. Вот так вот. Blu-ray BDMV ISO. Вот так вот. Способен воспроизводить. Dolby Vision VS10 технология, которая может конвертировать Dolby Vision в различные VSDR, HDR, HDR10+. Это просто невероятно. Это классная тема. При этом, если ваш телевизор не поддерживает Dolby Vision, ну, вы можете конвертнуть. Это просто топово. Если вы хотите посмотреть на старых SDR телевизоров крутой контент, тоже он это все автоматически конвертит и очень классно работает. При том, что у него есть полноценный вывод HDMI, вы можете получить 12-битный вывод. Это такой, знаете, на вырост. И, конечно же, есть у него поддержка SATA интерфейса. Ну, здесь они кучу настроек показывают, конечно, все круто. Поддержка серверов, дропбоксов, OneDrive. Тоже покажу, как это там, где это все работает. Больше никакой информации здесь нет. Но от себя могу сказать, это один из самых крутейших медиаплееров с классными коммуникативными возможностями, но я бы не советовал его как полноценный TV-бокс. Нет, это не про стримы, абсолютно. И он изначально идет без Google сервисов. И прошивку, вот смотрите, пожалуйста, есть вот такая вот страничка, даже официальная Zidu, где вы можете прошивку с Google сервисами поставить. Она есть здесь для всех TV-боксов, для всех медиаплееров. И будет у вас и, скажем так, и Google сервис, и Play сервис, и плюс тот же самый Play Market, но сама его суть совсем в другом. Это каталогизация, работа с серверами, работа с большим объемом контента, постеризация. То есть он делает, именно подтягивает постеры, подтягивает описание актеров, подборка по актеру, подборка по жанру, подборки по, вот если музыкальный плеер, там вообще топовый. Он может читать очень высокобитрейтные аудио, и это просто круто.
При том, что DSD до 192 кГц спокойненько с USB-ЦАПами работает. И это для тех, кто знает, о чем идет речь. Переживать про качество картинки не стоит. Они то, что здесь AMLogic, они наряду с AMLogic завели свой фирменный VS10. И плюс, еще немаловажный аспект, это то, что он умеет любой формат звука и видео обрабатывать, ну кроме профиля 7 в Dolby Vision в 2 слоях. То есть здесь есть AFR не только в нативном приложении, в стороннем приложении. И искусственный интеллект. Вот про это отдельная тема. ASR это 4К апскейлинг, как в шилде, при этом с регулировкой уровней. AIPQ это обработка кадр за кадром динамических данных и подстройка под ваши, скажем так, предпочтения, ну вернее под правильную картинку, если вы еще отрегулировали вашу картинку, самое контраста, яркости, сатурации и тому подобные штуки, которые можно здесь делать. Это просто невероятно. Все, ребят, переходим, распакуем. Ссылки в описании под видео, а потом переходим и тестируем. И там же сделаем выводы. Z9X 8K. 8K, UHD, медиаплеер, все красиво, все прекрасно, обалденный медиаплеер. Тут, знаете, вот тот случай, когда делаешь обзор, и ты понимаешь, что сразу он хороший. Так, вытаскиваем все, что есть. Версия V12 с вот таким вот шикарным пультом. Вот такой вот шикарный пульт. Это надо любить идеологию ZIDU. Здесь у нас есть, видите, программируемая инфракрасная область. Здесь можно телевизор запрограммировать под инфракрасный порт. Мультимедийные кнопки. Есть у нас, видите, вот, ну, тут они режим мыши даже включают какой-то. Обязательно попробуем. Есть у нас цифровая панелька. Сам по себе материал, обыкновенный пластик, текстурированный. Теперь блок питания. 12 вольт 2000 миллиампер. Вот, пожалуйста, 12 вольт 2 ампера. HDMI. HDMI классный. HDMI вот такой, видите, они пишут 8К 60 Гц. Это Ultra High Speed. Видите, Ultra HDMI Cable. Вот это классный. Не видно ничего, да? Вот, это охренительный HDMI. Просто. Вот поверьте просто. Теперь переходничок на евровилку положили. Но переходничок такой себе. Вот, я вам скажу, не ахти какой интересный, я блок питания буду менять. Хотя, слушайте, поставить переходничок будет работать. Даже морочиться не буду. Теперь к самому ТВ-боксу, к самому медиаплееру подойдем чуть-чуть. С другой стороны, блин, как его открыть? Да, она снизу. Посерединке. Нифига! Прикинь. Да. О, есть. Сейчас попробуем так вытащить просто, потому что их вырывать это еще то. А, тут фиг ты, короче, что сделаешь. Придется открывать при любом раскладе полностью, да? Ноги мешают. Да, ноги мешают. О, вскрыли. Ну, теперь металл. Само собой, это всегда металл. В случае с ZIDU это всегда металл. Компактный. И поехали. SATA интерфейс. Можно SSD-шки подключать, диски подключать. 2 USB 3.0. Видим, да? Теперь сзади у нас DCI 12 вольт, оптический выход. Аудио. У нас есть HDMI, гигабитный LAN, USB 3.0. И здесь у нас есть RS-232 порт и 2 USB 2.0 порта. URS-232 для управления усилителями либо ресиверами. Есть такие моменты управления. Спереди экранчик. Сам по себе компактный, легкий, не греется. Dolby Vision, Dolby Audio, HDR10+, 8K, Ultra HD. И это реальные 8K. Советую сейчас вот дождаться наших тестов. Мы уже пошли его настраивать и вернемся уже. Будем тестировать. Ух ты, медиацентр, друзья, смотрите, какая красота, в том плане, что да, это не просто ТВ-бокс, это не Android TV, и даже в базовом варианте вы здесь Google сервисы не найдете, но это все намного круче. Вы можете здесь добавлять приложения на главный экран,
Например, там можем установить вот это, вот это и вот это, неважно что. Но у вас отдельная строка внизу есть своих кастомных приложений. Изначально в меню у вас медиа-центр, файл-менеджер, постер wall, покажу сейчас, очень классный каталогизатор, музыкальный плеер и вот такой вот раздел приложений с настроечками. Сверху в левом и правом углу вы видите штучки, это информационные сообщения искусственного интеллекта, которые я включил, но, вернее, не искусственного, это фишки искусственного интеллекта, потому что это 928 процессор, а давайте сразу смотреть с вами, что у нас показывает AIDA 64, видим, что это ZIDU Z9X8K, плата Tyson 6 на 64, это вот не свойственно для ZIDU, всегда ставили 2, потом еле допросились 4, сейчас 6, это прям очень хорошо. Центральный процессор AMLogic S928X с Cortex A55 4 ядра по 2 ГГц и ARM Cortex A76 по 1,9 ГГц фактических, то есть 5-ядерный процессор, достаточно мощный. За отображение отвечает Mali G57, ну, вот видите, у нас интерфейс 4К, сеть у нас сейчас с коннектом 1200 мегабит, это значит, что у нас здесь Wi-Fi 6. А слушайте, мне хочется, знаете чего, переключить его сейчас на другую чуть сеть. Мы настроечки сейчас с вами еще посмотрим. Вот они, сеточки. Хочу на вот эту сеть переключить. Пульт, я вам сразу скажу, он хотя и мультимедийный, хотя и удобный, но это самый рагабанский пульт у ZIDU, который они могли сделать. Сейчас объясню. Дело в том, что нет вот этой вот тактильности приятной, он шумный. Не такой шумный, как другие, но достаточно. И отсутствие подсветки прям вот, это прям вот ужасно. Здесь можно ее как-то включить? А можно. Есть подсветка, слава богу. Я вот это мучился с этим пультом, да, подсветка есть, ладно, в темноте разберемся. Потому что я задолбался в темноте, только сегодня в студии заметил, что есть подсветка. Охренеть. Так, давайте пересмотрим Connect. Если здесь Connect больше нет, 1200 мегабит, больше коннекта нет. Я переключил специально на сеть, в которой Connect 2 и 8 мегабит, но больше 1200 не берет. Android 11. Кстати, не гонитесь за большими андроидами. Чем больше Android, тем больше ограничений. Надеюсь, вы когда-нибудь это поймете. Ну и температура в таких зидах, откровенно говоря, гнаться за температурой вообще не стоит. Они не греются, потому что очень качественно, правильно сделано охлаждение. Из кодеков, скажу, есть практически все реалтековские, при том, что есть AV1 кодек аппаратный и VP9. В принципе, у нас вообще вопросов не возникло по кодекам. Теперь сразу предлагаю вообще начать тесты мультимедийности и потом вперемешку что-то делать. Включил вам плавающее окошко, вот я подсоединил мышку, видите, чтобы вы видели температуру и не морочили себе мозг там какими-то тестами, я не знаю, это абсолютно бессмысленно на таких медиаплеерах. Итак, я начну с YouTube, потому что тут проще всего оказалось. То есть при том, что у нас на вот этих вот зидах нет изначально прошивки Google TV, но я вам уже показал, что есть отдельная страничка с Google TV, можете загрузить прошивки, вы можете здесь авторизоваться в YouTube, допустим, просто сканировал QR-код в самом YouTube, который вам придется установить отдельно и, конечно же, там уже авторизоваться как просто через YouTube на смартфоне. Все без проблем. Мы с вами можем включить и увидеть, что у нас работает и HLG, и HDR10+, при этом работает в 4К HDR без дропов вообще, то есть это прям идеальное. Ну, вы сейчас видите визуальные дропы, подождите, сейчас мы переключим, я вам объясню. Дело, что на 50 Гц тестировал, давайте включим 4К 60, подтвердим. Я тестировал на 50 Гц именно как работает у меня там через мой ресивер, тоже интересный был момент. Все, включил. Давайте заново. Давайте Magic Forest 4K, это HLG, мы проверяем с вами.
Все, включился HLG, все четко, все отлично, 0 дропов. Вообще идеально. Вы видите вставочку, HLG подхватил, вообще вопросов нет. При этом коннект вы видели какой в YouTube? 316 мегабит. То же самое и в Дикой реке 4К. 4К, сейчас вы видите здесь VP9, но можете посмотреть на вставочку AV1 кодек, 4К, 0 дропов. И мало того, еще и видите одну вставочку, где он проигрывает Full HD, а справа вверха в углу вы видите апскейлер 4К. Ребята, апскейлер 4К, здесь есть и апскейл, как, допустим, того же Nvidia Shield до 4К. То есть 720p, 1080p, то есть старые какие-то фильмы у вас будут апскейлиться до 4К спокойно. Да, это прям не нативные 4К, но качество будет намного лучше. По YouTube вопросов нет, апскейлер работает, как и слева AIPQ, вы можете заметить, когда отрабатывает он кадр за кадром, отрабатывает картинку и корректирует контрастность, допустим, тот же самый там цвет, насыщенность, сатурацию, то есть он все это контролирует на уровне, на кадровом уровне, именно искусственный интеллект. Дальше. Теперь мы идем с вами в настройки. Как мы видим, здесь есть главное, где мы можем управлять автофреймрейтом. Могу сразу сказать, что вы можете здесь выбрать на автофреймрейте только частоту кадров, либо частоту кадров и разрешений. Работает лучше всего данный плеер, данный медиаплеер через внутренний свой плеер, через медиаплеер, потому что там реализовано все, что есть, в том числе и работа того же самого Blu-ray диск меню. Но если вы выберете частоту кадров и разрешения, то апскейлер работать не будет. Он будет переключать в нативное разрешение. Например, если вы смотрите там какой-то фильм 720p, он его переключит в 720p и до 4К он его апскейлить не будет. То есть в данном случае я вам советую включать только частота кадров, если вы хотите улучшать через апскейл. Если вы хотите смотреть в нативном разрешении, то смотрите частоту кадров и разрешение. Дальше. Онлайн-игра в стороннем приложении. То есть в сторонних приложениях тоже можно включать автофреймрейт, это имеется в виду не только в нативном плеере. Теперь белый список. Например, вы не хотите, чтобы где-то у вас переключался автофреймрейт, то есть у вас включен автофреймрейт, выбираете приложения, какие не нужно включать автофреймрейт, и все это будет отрабатывать. Например, не хотите, чтобы у вас в хроме там моргал автофреймрейт на онлайн-видео, либо там не хотите, чтобы нативный YouTube или что-нибудь еще, то есть вы включаете запрет перехвата частоты и переключение разрешения. Очень удобно сделано, прям молодцы. Закладки это для плеера, как и языки для умолчания по субтитрам, и можно вот эти вот функциональные кнопки ваши, вот эти цветные, вот, которые есть на пульте, тоже можно здесь все настроить. Также есть форсированные субтитры и регион Blu-ray диска, в принципе, это если вы уже там Blu-ray диски какие-то проигрываете, плюс загрузка субтитров. Дальше, настройки экрана. Здесь у нас все вообще интересно. Но дело в том, что у меня сейчас нет 120-герцового экранчика, но при подключении к 120-герцовому телевизору вы можете увидеть там и 120 Гц 4К, либо если вы 8К подключили, вы там и 8К увидите. Все это отлично работает. А вот по цветам вообще идеально. Для 8К вы можете выставить свой профиль цветности. Для 4К 50-60 Гц тоже свой профиль цветности. Для 4К 23-30 Гц тоже свой профиль цветности. Я вам объясню для чего. Потому что, например, при автофреймрейте может играться разный тип контента под разный цветовой профиль. Здесь вы можете это кастомизировать до ужаса. Это просто охренительно. Диапазон HDMI. Вы можете поставить стандарты, а можете добавить расширенный. Кстати, при выборе расширенного формата, если ваше устройство отображения его поддерживает, вы можете добиться вывода до 8К 422 профиль 12 бит. Вот так вот. И нужен кабель, который поддерживает полосу пропускания 48 гигабит. И это прям вот топово. Теперь по HDR. Ну, у меня сейчас SDR, все само собой, но в HDR у нас можно включить под каждый контент, потому что здесь есть Dolby VS10, то есть это вот классная тема, это технология VS10, которая может конвертировать различные форматы видео. Например, если у вас SDR телевизор, вы ставите Dolby VS10 for SDR контент, либо, допустим, VS10 для HDR10 плюс контента, либо просто Dolby VS10, вот какой-то ставите, допустим, там Dolby VS10 for DV контент и конвертировать, например, все в DV, либо все в HLG, либо все в HDR плюс 10, либо все в SDR.
И это улучшает картинку определенных телевизоров просто до каких-то небес. То есть у нас здесь полностью адаптивный HDR, поддержка HDR, HDR10+, SDR, Dolby Vision, 5, 8 профиль, ну там мы сейчас еще проверим. И еще есть управление свой, вы можете включить свой Edit, то есть обычно там он получает по Edit специальные значения, которые поддерживает телевизор, но вы можете сами настроить свой Edit под каждое значение. Вообще идеально. Масштабирование экрана и настройка изображения. Здесь тоже прикольно, вы можете откорректировать, смотрите, полностью картинку под себя, как вам нравится. При том, что мы видим, что здесь сейчас, вот видите, AI SR у нас отрабатывает картинку, где он показывает разные приколы, как он с ними работает. Теперь, отработки качества. Это у нас искусственный интеллект. Видите, Enable AI SR у меня стоит, еще и показать информацию. AI PQ, вы можете задать уровень AI PQ. Дальше AISR Level можете задать, то есть вы можете задать уровень 4К апскейлинга. Ну и можем с Sharpness работать, HDCP у нас есть поддержка и разрешение интерфейса можем включить либо Full HD, либо, допустим, 1080p. Ну и тут у нас есть заставочка, через сколько включаться, скринсейвер и даже обойчики поменять. А вот теперь мы доходим до аудио. До аудио все прекрасно, объясню. У нас здесь, смотрите, исходный ввод аудио у нас есть через HDMI, потом оптика коаксиал, либо у нас левый правый аналог аудио, это куда вы можете выводить. Либо же есть USB output, он поддерживает отлично USB-шные, допустим, те же самые ЦАПы, отлично все работает. Это вот конкретно опция для ЦАПов. Теперь по выходу HDMI вы можете задать декодирование, например, на автоматически, можете RAW передавать в неизменном виде, можете два канала LPCM конвертировать, а можете микшировать HD аудио, например, если ваш, допустим, ресивер не поддерживает True HD, либо там HD Master Audio, вы можете делать деградацию, ухудшение качества DTS, принудительное понижение качества DTS и AC3, то есть он будет его впихивать в то, во что может ваш ресивер. Также задержка воспроизведения для избежания, вы можете откорректировать вручную, допустим, избежание каких-то там input лага, если, допустим, такое имеется, есть защита громкости, это фактически нормализация ограничения громкости, режим скоростной передачи громкости. Кроме того, что он передает неизменный звук, он еще и передает неизменную громкость, то есть вы уже там устройство, которое принимает, уже само там будет решать. По выводу SPD примерно то же самое, но здесь можно выдавать либо два канала LPCM, либо RAW. Плюс у нас есть конвертер DSD на PCM и DSD через PCM. Такая тоже. Максимальная выходная частота. Здесь у нас коррегируется до 192 кГц и те же самые там режимы сквозной передачи. А теперь на ЦАП. На ЦАП интересная штука. Следовать настройкам системы, либо аудиоустройства. При этом то же самое. Мы можем передавать нативный DSD. Если ваш ЦАП поддерживает декодирование DSD, то он может в нативе передавать DSD. То есть музыку здесь слушать это просто бомба. Потому что это по факту стример. Я вам сейчас покажу отдельные штуки конкретно для работы со стримами. И те же самые там ограничения. Теперь режим совместимости. Ну это у нас режим совместимости. Он фиксит проблемы при произведении нестандартных Dolby аудиотреков. Также у нас есть смещение аудио по Dolby и по DTS. И настройка аудиовыход Atmos для Dolby, для Apple Music. Такая поддержка. По сети тут в принципе все более-менее просто. Wi-Fi 5 ГГц, Wi-Fi 6, Ethernet 1000 мегабитный. Ну и тут Ethernet Connection Lite. Тут он просто-напросто можно убрать лампочки, либо нет. Есть Bluetooth. А есть сервер SMB. Сервер SMB, то есть это Samba сервер, который я могу, черт возьми, зайти в какой-нибудь, допустим, Explorer на своем телефоне. Вот, у меня Explorer, но я пока не показываю, сейчас меня приблизят, я вам покажу. Нажать LAN, добавить, сейчас, поиск сервера. И вот есть. Ребят, приблизьте меня. Там есть мой роутер с Samba сервером и есть вот этот вот Zidu, который по факту я могу прямо с компьютера, с этого закидывать на жесткий диск, подключенный к нему, просто-напросто могу закидывать файлы.
И это все делается элементарно вообще. И есть точка доступа. Если вы подвели сюда 1000 мегабит на LAN, вы можете раздавать, например, в диапазоне 2,4, в диапазоне 5 ГГц для телевизора. Обычно для чего это делается? Для чего точка доступа в вашем ТВ-боксе делается? В такого рода, где хорошее охлаждение, это делается для того, чтобы, допустим, на телевизорах зачастую там 100 мегабитный LAN, там достаточно плохой этот, или на телевизоре вы смотрите Netflix, потому что здесь Netflix нет. Вы раздали через точку доступа туда Wi-Fi 5 ГГц, и у вас там прям шикарно. Отлично. По сети вопросов нет, тоже сейчас будем проверять. Из поддерживаемых языков английский, русский, из того, что мы видим, болгарский, украинский есть, но украинский только все на английском будет. На самом деле достаточно плохо. HDMI цик полностью рабочий проверяли. Питание у нас здесь есть режим ожидания, включения и запуск. Допустим, когда включение он у нас сразу запускается, можем поставить режим ожидания. Когда включается свет, то он не будет так делаться. Режим спящего SSD, где у нас SSD-шник будет, ну или HDD засыпать после там определенного времени постоя. Переднюю панель можно регулировать, где можно отображать, кстати, прошедшее время воспроизведения, оставшееся, либо текущее время. Управление клавиатурой, дата и время. Так, и обновление. Обновляется систематически. Можно получать бета-обновления, можно получать все что угодно. Можно обновлять вручную через флешку, можно загрузить обновление с тем же самым Гуглом. Ну, имеется в виду, если вы поставите с Гуглом, то назад вы уже вернуться не сможете. Теперь дальше по мультимедиа. Пошли по медиацентру. Медиацентр в виде файл Explorer обычно поддерживаются и NTFS диски, и exFAT диски. Все подключается. Плюс поддерживается Samba. То есть вы можете подключаться к Samba роутеру. Вот видите, у меня Mi роутер. Я могу сюда забить свои данные и подключусь, допустим, к роутеру моему. Либо на лэптопе к расшаренной папке. Видите, у меня лэптоп показал. То есть сетевые возможности отличные. Может подключаться к NFS. Это NAS сервера удобно. Ну и сети вы можете уже там подключать сюда. UPnP, WebDAV, OneDrive, Dropbox, Emby, Jellyfin и Plex. На секундочку, вы можете сюда вдубандить Plex. Вы просто подключаете через TV-Link на Plex и можете здесь смотреть Plex при этом с Dolby Vision, ребятки. С Dolby Vision, на секундочку. Это очень круто. При том, что в самом медиаплеере вы можете зайти, допустим, на ваше устройство хранения. Ой, не нажал на него. Допустим, на NTFS диск. Да? Найти какую-нибудь папку, если у вас есть Blu-ray, с меню, зажать и воспроизвести с Blu-ray меню, либо показать постер, либо воспроизвести просто видео. То есть, если я нажимаю воспроизвести с Blu-ray меню, то, конечно же, у нас будет Blu-ray меню, плюс еще и апскейлер работает вправо, сверху, в углу. Не буду вам показывать, потому что очень сильно сейчас YouTube плохо реагирует, если показываешь такие вещи. Либо зажали, выбрали какую-то другую вещь. По поводу воспроизведения, допустим, звука, да, вот DTS, вы сейчас видите, DTS Dolby True HD работает. Dolby Digital Plus. Пожалуйста, включаем, когда прямо отсюда все работает. DTS HD Master Audio идеально работает. При том, что этот, скажем так, медиаплеер, я не буду говорить TV-бокс, он спокойно декодирует. Вот я, пожалуйста, сейчас пятый профиль, вот я сейчас, видите, вот файл пятый профиль, вы также видите вставочку, что пятый профиль он декодирует, отлично включается Dolby Vision, как и восьмой. По поводу седьмого профиля, DVFL тест со всеми лейерами, он игнорирует второй профиль и декодирует спокойно седьмой профиль с первым слоем. Тут как бы в таком варианте и есть, я вот говорю как есть. По поводу того, что он может воспроизводить, да ну извините меня, он может воспроизводить все. Но, смотрите, кино нужно правильно, и Зиду правильно сделано именно для этого. То есть тут у нас есть так называемая постер wall, и это прям шедевр. Такой каталогизатор, честно говоря, не каждый день можно получить. Мы сейчас в него зашли. Ну, вверху не просмотрены, есть все, есть фильмы, есть ТВ-передачи, есть источники, редактировать, ну, все это фигня, смотрите. Последнее, тут мы видим с вами фильмы, да, мы видим фильмы последние, а видим жанры. Фантастика, тут есть, допустим, приключения, драма, мультфильм, боевики. При том, что мы можем добавить с вами вручную различные жанры, но это все он сформировал автоматически.
с того устройства, которое я подключил. Он показывает рекомендации. При том, что я могу, допустим, из этого, вот смотрите, сколько у меня здесь там, могу с этого, допустим, выберем какой-то там, Bloody Escape. И увидим с вами сразу же информацию, да, что это 4К, Ultra HD, HDR10, контейнер МКВ, частота 23976. А вы знаете, что мы здесь можем посмотреть, допустим, с вами трейлер? Автоматически, допустим, нажали трейлер, посмотреть, ну нет сейчас доступных трейлеров у меня здесь. Вы можете добавить его в избранное, а можете сразу проиграть, и отсюда, допустим, та же самая тюряга, да, там мы нажимаем и смотрим, что у нас здесь есть аудио, видите, Dolby Digital 48 кГц, при этом мы аудио можем выбрать и выбрать субтитры по умолчанию. Мы видим, что там Dolby Vision и все остальное. Это прямо идеально, твою мать, это прямо красавцы. Смотрите, вот это вот у нас концерт с DTS HD Master Audio. Можем включить его, да, там и субтитры по умолчанию выбрать, если бы они были бы. И это просто идеально. Такого нет нигде. Там, где вы прямо на постерах можете выбирать себе все, что угодно. Вы можете здесь выбрать дорожку, вы можете выбрать звук. При этом, когда вы проигрываете, это прям вот топово. Смотрите, там вниз еще опущусь. То есть это прям топово. Любое количество контента на нас сервере он обработает идеально. Я вот сейчас, смотрите, я сейчас включу какой-нибудь тестовый ролик LG, например, мои любимые тестовые ролики, я вам покажу, что может, например, сам по себе плеер. Ну, давайте вот выберем Samsung, Sony, не, мы выберем LG. Вот, LG New York. Давайте, выбрали очень высокобитрейтное видео с HDR, все отлично работает. Плюс еще эти штучки искусственного интеллекта. Я остановлюсь, мы видим здесь с вами там битрейт 52 мегабайта в секунду. Это охренеть какой битрейт. Для столь интересного HDR даже не этого. А реал-тайм битрейт, видите, 279 мегабит в секунду. Твою мать! Это что такое вообще? Представляете, какой надо, допустим, интернет, чтобы такое проигрывать онлайн? Но в этой штуке мы нажимаем на менюшечку, у нас выскакивает здесь управление субтитрами. Вы можете загружать субтитры, добавлять, можете двойные субтитры. Дальше. Аудио. Вы здесь можете выбирать дорожки, но у меня здесь одна. Если многоканальный, там будет много каналов. Дальше. У вас есть, можете менять соотношение сторон, вы можете кастомное задавать, это просто идеально. Вы можете play режим и в расширенных настройках вы можете и автофреймрейт там тут управлять, и функция продолжения, и picture manager. Вы можете прямо редактировать картинку для вашего фильма. Вот вам нравится, вы там взяли Picture Manager и отредактировали, допустим, яркость. Вот не нравится вам, как закодирован этот фильм. Просто они гении, они просто гении. Теперь вы можете здесь отключить и включить фишки искусственного интеллекта и посмотреть, как это будет работать. О чем мы говорим? Это один из лучших медиаплееров, черт возьми, который я видел. Да, цена, но то, что он может, это просто классно. Я мог бы там 1000 раз показывать, как в нем работают какие-то стриминговые сервисы. Например, там какой-нибудь Megogo. Либо там Nexon, либо, допустим, там какие-то Свит ТВ. Но это не для того. Вы можете сюда установить все. YouTube работает, я вам уже говорю, что стриминг работает идеально. А давайте, кстати, Wi-Fi проверим. Мне вот просто чисто вот по фану интересно, потому что в таком ТВ-боксе сделано все, чтобы все работало на максималке. Во-первых, прот самый максимальный. Я не буду тут проверять, нету смысла. Мы рассматриваем с вами медиаплеер, а не игровую приставку. И здесь нужно смотреть кино. Давайте стартуем 5 ГГц. Вот просто. Прямо сейчас 5 ГГц. Поехали. 390, 400, 430, 440, 450 мегабит, 440 мегабит. Кому будет мало для просмотра фильмов? А ну-ка расскажите мне, пожалуйста. Кому будет мало для просмотра фильмов 440 мегабит на загрузку, 450 на отдачу? Не знаю. Мы что-то не подключил 1000 мегабитный LAN. Давайте ланчик включим сейчас. Так вот включили на том же сервере. Сейчас попробуем, пока он сейчас подключится на LAN. Сейчас пойдем посмотрим. LAN подключился. Давайте попробуем. Ой, не то включил. Давайте попробуем сейчас с вами спид-тест. Давайте проверим снова. А это у нас ограничение на сервере. Да ладно. А ну-ка сейчас мы попробуем с вами чуть другое. Другой сервачок надо попробовать. А ну давайте на вот этот вот сервачок сейчас попробуем.
Воу, 800 мегабит, да ладно. Да ладно, вот LAN, пожалуйста, 1000 мегабит, сейчас 818 на загрузку и давайте 500 на выгрузку. Давайте отключаю LAN на G45, я 2.4 даже не буду на нем тестировать, потому что, ну, это преступление. Это преступление на таком ТВ-боксе подключать 2.4 ГГц. Вот просто. И получается у нас Wi-Fi идеальный, ланчик идеальный, изображение, вот качество картинки действительно классное, да еще и Music Player есть. А тут уже вступает у нас дело стриминговые варианты, потому что у нас есть интернет-радио, Radio Paradise, можно подключаться к SoundCloud, Calm Radio, KKBox, TuneIn, дальше Apple Music, Classical, Spotify, Tidal, по сути он может стримить. Дальше UPnP, WebDAV, OneDrive, Dropbox, Embi, Jellyfin, Plex. Теперь Tidal Connect, Spotify Connect, AirPlay есть поддержка, DLNA, Squeeze Connect. Да елки-палки, еще и CD. А я вам объясняю, вы можете сюда подключить Drive CD через SATA диск. Через SATA интерфейс вы сюда можете подключить внешний диск, твою мать, и просто-напросто играть сюда оригиналы с классным звуком. О чем мы говорим? Вот, пожалуйста, у меня сейчас исполняется, ну, Вивальди я слушал, там, альбомы, 7 альбомов у меня сейчас записано тут, допустим, там, Себастьян Бах, там, еще какие-то мои, там, аудиофильские референс записи. Теперь вы можете это все по исполнителям здесь сортировать, по трекам, по жанрам, по годам, по композиторам, ребята, составлять плейлисты, еще и библиотеку тут составлять. Вы поняли? Библиотека это по дискам, вы можете на диски разбить разные библиотеки. Я вам могу сказать так, я даже сейчас готов сделать резюме по нему. Является ли это идеальным ТВ-боксом? Да нет. И никогда он идеальным ТВ-боксом не станет. Но является ли он идеальным для просмотра кино и для прослушивания музыки, в частности в качестве стримера? Да. Подключение внешнего SSD? Да. Со своим SATA интерфейсом. VS10 движок для старых телевизоров? Охренеть. Для телевизоров, допустим, для Samsung, у которых есть только HDR10, HDR10+, туда еще впихнуть Dolby Vision, конвертировать в HDR10, HDR10+, можно? Можно. Это классно? Это круто. И рекомендую ли я его? Однозначно рекомендую. Но, а вот теперь давайте по факту. Я его рекомендую только тем, кто знает для чего он. Если вы мечтаете здесь там ставить матриксы и тому подобное, это не для того ТВ-бокс, это не для того медиаплеера. Это Matrix работает вообще без вопросов. Я не могу об этом сейчас в YouTube говорить. Вообще без вопросов. Он будет идеально во всех режимах. Все классно, тягает, все, что хочешь. 928 процессор, еще и модули какие-то. Ну, конечно же, будет работать. С автофреймрейтом, со всей фигней. Можно зайти, допустим, посмотреть Vimeo Media Player. Вам так хочется посмотреть, допустим, если там, давайте посмотрим, опции, да. Сейчас вот опции, диагностику. Если там Vimeo автофреймрейт, нет, вы его здесь не увидите. Здесь автофреймрейт будет через внутренний плеер, либо через все плееры, через сам интерфейс самого ZID. Там автофреймрейт реализован на нативном уровне от ZID. Можно поставить Google сервисы, но поверьте, это уже не ZID будет. Я его рекомендую как отдельный медиаплеер, как хранилище, как такой базовый NAS мультимедиа сервер. Он мощный, классный, 928 проц, мы все знаем, что это за процессор. Рекомендовать могу, только не как простой ТВ-бокс, не для стримов, отдельных стримов. Для отдельных стримов используйте другой любой ТВ-бокс, который сертифицированный. Это отдельная каста для качественной музыки, для качественной картинки, для качественного воспроизведения видео, для каталогизации, для своей библиотеки, для огромных объемов данных. Во всем остальном, если вы не разбираетесь, лучше не лезьте. Вот вам серьезно говорю. Потому что это для особенных людей. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.